Время. Что такое время? Что такое 1 секунда? Правильно, 1 секунда – это талон, когда маятник из одного крайнего положения переходит во второе крайнее положение и было принято за 1 секунду. А если за это время автомобиль приезжает 10 метров, то это значит скорость автомобиля 10 метров в секунду. То есть стандарт времени нужен для того, чтобы сравнивать различные процессы, происходящие в мире, в этот определенный промежуток, и чтобы потом можно было между собой их сравнивать. То есть взять этот маятник или в Африке померить скорость движения автомобиля, или в Европе, или на Северном полюсе. Это будет абсолютно объективное значение. Поэтому эталон скорости, он не хранится. Это эталон скорости изменения процессов, происходящих в мире. Насколько за 1 секунду вырастет росток, насколько за 1 секунду образуется льда, насколько за 1 секунду выпадет дождя. А само по себе время вообще не существует. Время нельзя повернуть ни взад, ни вперед, ни окунуться в прошлое, ни переселиться в будущее, как это рисуют многие фантасты. Так как все процессы в жизни, во Вселенной, во всем мире идут только в одном направлении. Обратно их повернуть никак нельзя. Если что-то сгорело, обратно вернуть нельзя. Если дождь прошел, то наверх уже не поднимешь. Если камень рассыпался в песок, обратно уже камень не соберешь. И вернуться обратно, чтобы посмотреть на этот камень, до того, как он рассыпался, тоже уже никак нельзя. Не существует ни замедления времени, ни ускорения времени. Могут только процессы ускоряться или замедляться. Например, вода испаряется при нормальном состоянии. А если ее начать дуть и подогревать, она, конечно, будет испаряться быстрее. Но это не значит, что время пошло быстрее. Время пошло быстрее только для этой воды. А для наблюдателя время идет постоянно одинаково. Во всей Вселенной постоянно происходят какие-то процессы, и остановить их невозможно. Остановить можно только тогда, когда понизить температуру до минус 273 градуса Кельвина. Вот тогда все остановится. И тогда маятник, сколько бы ни качался вправо-влево, процесс не изменится. И вот для этого вещества, которое при такой минусовой температуре, вот время у него остановится, потому что он прекратил изменяться. Вот этот процесс в этом веществе. Только начинают происходить какие-то процессы, значит для этого вещества время пошло. Если время пошло, то есть маятник начал считывать секунды, минуты. Чем быстрее будут происходить процессы, тем больше будет секунд отсчитывать. Тем больше будет происходить процессы в 1 секунду. Чем медленнее, тем меньше процессов, меньше скорость будет изменения. Если мы возьмем эталон времени, то мы будем знать скорость изменения процессов. Или они убыстряются, или они замедляются. Все. Только для этого часы и существуют. Так и жизнь. То ли она ускоряется, то ли она замедляется. То ли человек растет, то ли его хорошо кормить, он будет быстрее расти. Если плохо кормить, он будет расти меньше. А в конце концов для него время остановится. Хотя маятник будет измерять дальше. Маятник будет качаться сам по себе, а процесс для человека уже остановился. И говорит о том, что время замедляется, ускоряется, можно его ускорить, замедлить, остановить – это бесполезная болтовня фантастов. Слушайте их больше. И куда бы вы ни летели на космическом корабле, неизвестно с какой скоростью, хоть 1000 раз больше скорости света, для вас время будет точно такое же самое. Но от диких перегрузок просто процессы в вашем организме могут идти быстрее, медленнее, а то могут вообще остановиться вместе с вашим, как говорится, существованием. Вот и все. Ну и если процессы в вашем организме замедлятся до такой степени, что у вас волос на голове на 1 сантиметр будет расти 1000 лет, а не так, как на Земле за 1 месяц, тогда, конечно, за это время на Земле вообще будет не то что потепление, похолодание, вообще Земля исчезнет. Это не значит, что поменялось время. Оно замедлилось. Нет, это процессы в вашем организме замедлились. И время здесь абсолютно ни при чем. Вы можете остановить маятник, но обратно вы уже в прошлое не вернетесь никак, так как процессы уже произошли. Камень рассыпался, вода испарилась, дрова сгорели, изба рухнула. И куда вы вернетесь? На попелище? Так как обратно изба не вырастет сама по себе, вода не появится, камень не сложится опять. И поэтому возвращение в прошлое – это просто чистый бред. То же самое и в будущее. Процессы просто не произошли, и будущее еще не создалось. Дерево еще не выросло, снег еще не растаял, потепление не пришло, я имею в виду будущее. И как вы туда перенесетесь? Единственный вариант попасть в будущее – просто сидеть и ждать, пока произойдут естественные процессы, и будущее не появится перед вашими глазами. Так что забудьте про всякое время
и спится спокойно.